Приветствую, друзья! Природа не щадит никого. С каждым днем она становится все яростнее и беспощаднее. Штормы и землетрясения не утихают. Вода поглощает целые районы. Все это лишь один день из жизни нашей планеты. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. И начнем, пожалуй, с Португалии. Мощный шторм Клаудия принес в Португалию ураганный ветер, проливные дожди и сильное волнение на море. Почти вся материковая часть страны оказалась под оранжевым уровнем метеорологической опасности. Порывы ветра достигали скорости свыше 100 км в час. Ливни привели к многочисленным локальным наводнениям в низменных районах. Самый трагический инцидент произошел в населенном пункте Фернау-Ферру в округе Сетубал. Пожилая пара погибла в собственном затопленном доме. Их тела были обнаружены утром 13 ноября Национальной республиканской гвардии. В Лиссабоне ураганный ветер сорвал часть крыши исторической железнодорожной станции Санта-Аполлония. Обломки упали на припаркованные рядом автомобили. Около 16 тысяч жителей по всей стране остались без электричества. Сильнее всего пострадали округа Лиссабон, Сетубал, Сантарен, Лейрия и Коимбра. В округе Сетубал серьезные подтопления заставили закрыть школы в 5 муниципалитетах. На побережье из-за опасности были закрыты 14 портов и гаваней. Высота волн на южном побережье достигала 5,5 метров. Несмотря на то, что шторм покинул территорию, предупреждения о сильном дожде, ветре и высоком волнении на море сохранятся до выходных. Службы гражданской защиты продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия разгула стихии. Грязевой вулкан Ваньдань, расположенный в уезде Пиндун на юге Тайваня, в среду утром вновь активизировался уже второй раз за год. Извержение произошло в районе местного храма Хуанюань в деревне Ваньдань. Извержение произошло сразу из 3 отверстий, из старого, ранее известного, и 2 новых, открывшихся примерно в 50 метрах от первого. Потоки жидкой грязи быстро затопили прилегающие территории, нанеся ущерб местным садовым участкам и плантациям красной фасоли. По сообщению очевидцев, извержение сопровождалось не только выбросами грязи, но и выходом природного газа. Это 11-е извержение вулкана за последние 3 года. Предыдущий раз он извергался совсем недавно, в июне этого года. Жители района привыкли к частому проявлению активности вулкана, несмотря на то, что он создает проблемы для сельского хозяйства. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло поздно вечером в среду в приграничном районе между Лаосом и Вьетнамом, вызвав ощутимые подземные толчки в нескольких крупных вьетнамских провинциях и столице Ханоя. Эпицентр находился в провинции Хуабхан, примерно в 44 километрах к востоку от города Ксам-Ноа и в 5 километрах от границы с вьетнамской провинцией Тханьхуа. Глубина очага составила около 10 километров. Толчки ощущались многими жителями северного и центрального Вьетнама, включая провинции Тханьхуа, Хунгиен, Фудхо, Сонла и Лайчао. В Ханое жители многоэтажных зданий почувствовали сильные толчки. В домах раскачивались люстры, дрожали и падали предметы с полок. К счастью, сообщений о значительном ущербе или пострадавших в результате землетрясения не поступало. В среду в древнем храмовом комплексе Юнцин в городе Чжанцзягане в китайской провинции Цзяньсу вспыхнул сильный пожар. Пламя быстро распространилось по павильону Вэньчан. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно приступили к тушению, однако, несмотря на это, деревянная конструкция здания сгорела дотла. Храм Юнцин является объектом с богатой историей, его основание датируется 536 годом нашей эры. Это делает его важным историческим и культурным достоянием региона. Местные власти и представители храма уточнили, что сгоревший павильон Вэньчан не был оригинальным древним сооружением. Он представлял собой современную реконструкцию, выполненную в традиционном стиле
стиле и, несмотря на свой относительно недавний возраст, являлся яркой и неотъемлемой частью архитектурного ансамбля храмового комплекса. Согласно имеющейся информации, другие части исторического храма, включая основные древние постройки, не пострадали от огня. В настоящее время ведется расследование причин возгорания. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Сегодня Мурманская область оказалась под влиянием мощного циклона, который принес с собой крайне неблагоприятные погодные условия. Наблюдаются сильный снег, метель и порывы ветра, достигающие 28 метров в секунду. Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение. Жители предупреждают о сильном снеге, мокром снеге, налипании мокрого снега и сильной гололедице. В некоторых районах наблюдаются зимние грозы. В связи с резким ухудшением погодных условий и сильной метелью, жителям и водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, по возможности отказаться от дальних поездок. Во вторник на небольшом японском острове Кохама, входящем в состав префектуры Окинава, прошел торнадо. Ветер с корнем вырывал деревья и обрывал линии электропередачи. Несколько транспортных средств получили повреждения, упавшие деревья и обломки временно перекрыли часть автомобильных дорог. Несмотря на то, что торнадо – редкое явление для Японии, регион Окинавы в это время года находится под влиянием активных атмосферных фронтов и тропических штормов. Это способствует нестабильности погоды. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Экстренные службы проводят расчистку завалов и восстановление нормальной жизни на острове. Во вторник в провинции Сычуань на строительной площадке мощный поток воды внезапно хлынул в строящийся проход, заставив рабочих спасаться бегством. Инцидент произошел в туннеле Ниннан, который является частью крупного проекта скоростной автомагистрали Янцзян в Ляншань-Иском автономном округе. Внезапный прорыв грунтовых вод под высоким давлением привел к затоплению на активном участке проходки. На видеозаписях видно, как мутный поток воды с огромной силой врывается в туннель, вынуждая рабочих в спешке покидать опасную зону. Туннель Ниннан – это сложный инженерный проект, проходящий через глубокие горные породы. На данный момент причины аварии расследуются. Строительные работы на этом участке временно приостановлены. Целью проекта является соединение отдаленных уездов Ляншань с основной сетью провинциальных автомагистралей. В районе города Фамагуста на Северном Кипре был зафиксирован мощный пылевой вихрь. Явление, которое некоторые очевидцы поначалу приняли за торнадо, оказался так называемым «пылевым дьяволом» – вихрем немезоциклонного происхождения. Вихрь был вызван сильным прогревом земной поверхности солнечными лучами при нестабильной атмосфере. Серьезного материального ущерба или пострадавших в результате прохождения пылевого вихря зафиксировано не было. Первый зимний снегопад превратил ландшафтный парк горы У-Тайшань на севере Китая в захватывающее дух зрелище, которое напоминает сцены из фильмов фэнтези. Гора У-Тайшань является не просто живописным местом. Это одна из 4 священных гор китайского буддизма и мировой центр поклонения Бодхисаттве Манджушри, воплощению мудрости. Несмотря на чарующую красоту, администрация парка выпустила погодное предупреждение. Из-за обледенения дорог и сложных погодных условий доступ к вершине временно ограничен. Комплекс вулкана Планчон-Питероа, расположенный на границе Аргентины и Чили в провинции Мендоса, продемонстрировал новую фазу активности. В результате извержения столб вулканического пепла и газов поднялся на высоту 4600 метров над уровнем моря. Шлейф протянулся в юго-восточном направлении. В результате интенсивной дегазации и выбросов пепла населенные пункты на аргентинской стороне ощутили запах серы, видимость в некоторых районах снизилась. Вулкан находится под постоянным наблюдением. Для него установлен желтый уровень тревоги из-за повышенной сейсмической активности.
Этот уровень подразумевает, что активность вулкана превышает базовый уровень, и населению следует быть готовым к возможным изменениям. Несмотря на текущую активность, специалисты отмечают, что извержение носит умеренный характер, и угрозы для близлежащих населенных пунктов в настоящий момент нет. Сильнейший ливень, обрушившийся на столицу Ганы Акру, вечером в четверг вызвал масштабное наводнение в престижном районе Оссу и прилегающих элитных зонах. Ливни, начавшиеся во второй половине дня, продолжались 2-3 часа с беспрецедентной интенсивностью, доходившей до 30-50 мм осадков за час. Мощные потоки воды хлынули в низменные районы Оссу, превратив улицы в реки. Вода поднялась на 50-80 сантиметров, затопив парковки и нижние этажи зданий. Особенно сильно пострадал торговый центр Форико Молл, где экстренно эвакуировали 200-300 человек. Хаос распространился на соседние престижные районы – Лабади, Кантонментс и Airport Residential Area. Десятки автомобилей застряли в потоках воды, пешеходы были вынуждены переходить улицы по пояс в воде. В общей сложности в Оссу оказалось затоплено 10-15 ключевых улиц, в том числе артерии, ведущие к аэропорту. Сообщается о подтоплении более 50 домов и офисов. Транспортный коллапс привел к пробкам, которые растянулись на 4-5 часов, и задержкам авиарейсов. Оссу, один из самых богатых районов Акры с населением около 20 тысяч человек, регулярно страдает от наводнений из-за своего близкого расположения к океану и стремительной неконтролируемой урбанизации. Забитые пластиковым мусором дренажные стоки и строительство зданий в зонах естественного водоотведения препятствуют нормальному стоку воды. Стадо оленей вызвало транспортный коллапс на автодороге в Германии. Подобные случаи, хотя и не всегда в таком массовом масштабе, происходят в стране регулярно, особенно в осенне-зимний период, когда животные активно мигрируют. Столкновения с дикими животными являются серьезной проблемой безопасности дорожного движения в Германии. Ежегодно регистрируются сотни аварий с участием оленей, диких кабанов и других зверей. Для решения этой проблемы в Германии активно строятся специальные зеленые мосты, безопасные переходы над или под автобанами, засаженные растительностью, которые помогают животным безопасно пересекать оживленные трассы, не выходя на проезжую часть. Эти меры помогают снизить риск подобных инцидентов, но полностью исключить их не удается. В четверг сильная песчаная буря накрыла восточные регионы Марокко. Основной удар стихии принял на себя город Уджда и прилегающие территории. Песчаная буря была вызвана сильными порывами ветра, скорость которых достигала 70-90 км в час. Ветер поднял в воздух огромное количество пыли и песка, что мгновенно снизило видимость на дорогах практически до нуля, создав крайне опасные условия для движения транспорта. Многим водителям пришлось полностью остановить движение и переждать бурю на обочине из соображений безопасности. Сообщений о серьезных травмах или жертвах, связанных непосредственно с бурей, не поступало. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.